Здорово. По пивку? Никак нет. М, Давайте по водочке тогда шлепнем. Да нет. Ты сюда побухать вышел, что ли? Ну как, пятница вообще-то сегодня 13-е. Как не бухнуть? Ай, Конечно. даже смотри, еще и 13 пятница-то. Надо тогда трувить, курить траву, звонить друзьям и говорит: WhatsApp! Я, кстати, вот чё-чё, я лучше вот выпью, я немножко предвзято отношусь, ну, к этому. А вот алкоголь, блин, нормально. Я Как бы не, понял. Ну, без каждому фанатизма. свое. Ну, знаешь, вот пятидневку отпахал, в пятницу расслабился, в субботу, может, похмелился, в воскресенье подготовка к понедельнику. А, Вот так и а происходит. мне что делать? Я безработный. У меня каждый 7 пятниц на неделе. Скажу, вставать на службу занятости и получать пособие. Вот. Не, там же работу начнут предлагать, а я не хочу работать. А 3 раза ты можешь отказаться, и как бы это вроде такое я слышал. Нет? Ну есть такое. Не, отказаться не можешь. Нет. Ты должен пойти, и должны тебя не принять. Если скажешь, я не хочу, так нельзя. Нет. А если тебя не примут, скажут, а у тебя квалификации там не хватает или что-то такое, можно Так так быть? это, конечно, можно. Доктор, мне редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Ну, вот как идти на работу? Ну, прямо все тело пятнами покрывается и все. Ну-ну. Ну что ну? Аллергия. Я бы, если бы у меня мама депутат была, папа генерал, я бы сам сказал, да ну, вот его бы тоже не работал бы, ей-богу. Вот, ну, скажите, хоть одного здравомыслящего человека, кто говорит как стахановец, я бы работал. Тем более при нашем-то экономической формации нашей капитализма. Ну, ты будешь работать, и тебя будут эксплуатировать в высшей степени. Это ладно, мы при социализме сознательные коммунисты были. Мы бы, конечно, созидали новое будущее, там что-то строили. А сейчас что? Да. Работай, А зачем зарабатывай. что-то строить? Лучше разворовать то, что уже построено, правильно? Вот это вот так и рассуждаю. И поэтому мы потом удивляемся, а что это мы так вот Да. присели-то? Так это только А, постсоветские так рассуждают. а еще если подсолить это национализмом каким-нибудь, это вообще Вот. пиздец. Да. Точно. На, на этом мы сыграли, понимаешь, как бы вот проблема-то в чем. Так что Да-да-да-да-да-да. все равно я очень рад, по крайней мере, хоть я и пролетариат, конечно, тоже, но мне хоть нравится моя работа, потому что вот это самое, как говорится, я очень благодарен своему заводу, что, плюс я в профсоюзе состою, вот, что она и социалочка у нас хорошая, медицинская, мне все зубы, например, бесплатно сделали Вот даже, видишь. вот. Не бесплатно, ты их отработал. Просто ты не считал, сколько ты заработал предприятию. Ой, ой, это вы уже как марксист рассуждаете, это нас не принято такое говорить. Я понял вас, понял вас. Но я к тому, что типа в современных реалиях я всех агитирую, говорю, молодежь особенно, вот кто после колледжа приходит. Я говорю, слушай, ты же тут не мешки ворочаешь. Я тебя научу G-код, M-код, ну, как оператор ЧПУ, да, например, привязочку делать. Будешь приходить как в Дженкинса, кнопку только нажимать. И то, говорит, я не хочу. Я хочу быть как вы, бизнесменом, говорит, или этим, ну как, кривляться где-нибудь. Я Ну, говорю, был бы ты бабой, сиську показала бы, тебе денег заплатили. ну Так да, шучу. да, да. С другой стороны, видишь, это палка с двух концов. А если, например, вот все, что нас окружает, это материальные ценности, созданные руками человека, плюс то, что мы кушаем, скажем, например, там колбаску, там, ну, там сырок, крестьянами и, ну, сельскими, фермерами, давай так назовем, по-современному. Угу. А ведь все наше человечество зиждется на материальных ценностях и на сельском хозяйстве. Если этого убрать, все будут бизнесменами, блогерами, банкирами, кто будет нам созидать? Да, Материально, понимаешь? Вот да. что интересно. А вы, я так Вот. понял, бедствуете? Да как? Ну, Ну, я не покажите скажу. еще раз тарелочку, покажите. Да нет у меня, ну вот, Где? колбаска, да там. А икра где? Красная. Где она? Я ее не люблю, Да честно сказать. бедствуете просто. Нет, ну я как пробую. Ну, На я хлеб с получаю. маслом уже не хватает, как говорится. Масло есть, я масло не ем тоже. Да я Я просто отрекся. рекламу вспомнил, знаете, вот это начало 90-х. На хлеб с маслом хватает, и так игру мажет, знаете. Так это вот как раз таки меняли сознание это людей для того, чтобы, так сказать, забыли прошлое и за красивой картинкой погнались. Сейчас гонятся, какие мы имеем проблемы? Демографическая яма, меркантильность молодежи, так сказать, отсутствие критического мышления, потом похеренная система образования, полностью раздробленная,
Идея это была, может, хорошая у Ельцина, у пьяного. Говорит, сейчас построим капитализм. Но не бессознательный, где половина прихватизируется с упреками на Советский Союз, что не хватало свободы слова. Сейчас ее хуже стало, чем при Андропове, между прочим. Но похеренное производство, медицина, сельское хозяйство, еже с ними. Вы же старший товарищ, вы лучше это все видели изнутри. Понимаете ли? Вот. Так и да. Я вот это... Ну, извините, пожалуйста. Ну, давайте вы... вы не пьющий человек. Ну, давайте я за вас выпью. Я пьющий, я подумываю, его просто заразили, я говорю, а не съездить мне ли в магазинчик и не купить ли пивка? Сударь, хоть пивка, хотите водочки, по рюмочке с вами. Не пью водочку, не пью вообще. Она невкусная. А если невкусная, зачем ее пить? Вот знаете, а я вам другое скажу один момент. Вот я любил очень егермастер, там коньячок и так далее, виски хорошие. Но сказали, ведь понимаешь, это все там намешано, перемешано. А водка чистый продукт. Хоть он невкусный, но он... Ну, смотри, есть, скажем, брендовые хорошие вискарики, например, Даламоре есть такой вот вискарик. Но он, правда, стоит, если 12-годичный, от 80. Ну, не часто, но иногда балуюсь. Вот, чтобы привыкнуть к виски, надо сначала выпить хорошего виски и понять, в чем там суть. То же самое вам про пиво могу сказать. Например, я как-то попробовал настоящий ирландский эль. У нас есть бар, вот за одну вот такую кружечку 800 рублей, по нашим деревянным. Но у меня до сих пор этот вкус во рту. Потом, Наполеон коньяк, французский. 12 тысяч, это был год, не спиздеть, 11-й, да. До сих пор я чувствую, это настоящий, понимаешь, это ведь не это полово, которые извратили все. Цены растут, литраж уменьшается, лишь бы, знаешь, димедрола еще добавить не хватает, понимаете? Ну да. Но вы знаете, я помню, когда был молодым, я работал барменом, и вот мой в один день у меня заказ, я не помню, ли Мартель или Камю. Но они оба неплохие, как говорится. Может, Мартель. И то есть я открываю, вот первый раз в жизни я открываю Мартель, и по всему бару вот этот запах, в общем, и такой. И потом, наверное, я уже перестал работать, у меня же начали появляться деньги, и мы с женой, говорю, сейчас попьем хорошего коньяка, и мы покупаем Мартель, открываем, и что-то не то. Ну, то есть уже той эйфории, той первой, он пахнет, он все прекрасно, но уже не впечатлило. Мил человек, я такую вот тенденцию хочу добавить к вашему вот именно этой умозаключению. Они... Неважно, Россия это вообще весь мир. Более законы, конечно, в Европе жестче и в Америке. Но они привыкли как? Если есть хороший брендовый, что люди берут и как бы наслаждаются качеством, да, они начинают его подделывать сразу. Не. В Коломенском районе было выявлено производство контрафактного алкоголя. В селе Черкизово арестовано подпольное предприятие, где разливали спиртосодержащий продукт сомнительного происхождения по бутылкам, имитирующим известные марки коньяка и виски. Недавно было завершено судебное разбирательство по данному делу и вынесен приговор. Я говорю простое ходовое. Например, сэр Эдвард виски. Пробовали когда-нибудь? Нет. Оно, скажем, 700 рублей. Да, было нормально. Водка, вот архангельскую, пока более-менее ее не испортили. Хорошо, ту же Хортицу возьмите, еще до санкций, пока ее не запретили. Прекрасная была водка. Пиво, Жигулевское, казалось бы. Все, они смотрят, народ берет. А ведь простой пролетарий же он не будет разбираться. Ладно, вроде идет, вроде, наша хорошая. Но чувствую, что что-то не то. Например, вы вспомните, вы пиво в каком году начали пить? Ну, там, скажем... Я в молодости пива не пил, наверное, начал пить в каком 93-м, там, ну уже будучи 23 лет, то есть до армии я вообще пива не пил, мне было невкусно. Я также, я после армии потом уже начал. Вот, но знаете, что удивительно? 93-й год, мне еще 3 года было, конечно, вы это еще лучше помните. Но я и то помню, вот, скажем, у меня там кто-то там, бабушка, там, мама, папа, там, говорили, даже в 93-м пиво, оно было как пиво настоящее. Это не пивной напиток дешевый, порошковый. Вы понимаете, о чем я? Да. Я понимаю, да. Потому что был хмель, были технологии. Потом начали вот этот концентрат использовать. Я в этом разбираюсь, потому что именно хмель я возил с Белоруссии хмель. То есть ребята с завода тырили хмель,
Он был упакован, и мы его везли и продавали своим местным, скажем, пивоварам. Ну, и мелким. Ну, кто-то в начале, как было советское время? Кто-то в гаражах, кто-то, когда уже развалился Советский Союз, начали образовываться маленькие артели. Приватизация, когда первая началась, Да. И, кстати, вот рекомендация, скажем, вот есть, скажем, ну, у меня нету, я такого где-то, вот валяется, вот это пивной напиток, а вот это пиво. Артели разливают вот в такие литровые бутылочки, оно живое, а его надо выпить, в общем, там, в течение 3 суток и так далее, это другое. Я свое мнение по этому скажу. Открывали везде магазинов, якобы живое. Оно, по сути, вы правы, 3-4 дня должно быть. Но, опять же, когда все портится начало, вот когда санкциями было 5-е, вот это все пошло. От живого я вообще отрекся. Почему? Потому что выпьешь его, на утро продрищишься. Понимаешь? Не доваривают. Ну, я понял. Мне один даже товарищ сказал так, говорит, я уже давно от полторашек, вот, знаешь, берут полторашки. Ну, все, да. А он говорит, наоборот, это типа заебись, потому что оно, хоть и, ну, как, пастеризированное, понял, да, вот это, но оно дольше держится, потому что здесь тебе, если не доварят, или оно там уже все, блин, и поэтому у тебя и дресней начинается. А вот люди берут и им пол, это не понимаю вообще. Ну, да. Я вот единственное, Жигулевская стала портиться, наша Челябинская. Сейчас вот сотня, первый раз за несколько лет взял вот эта семерка Балтика, семерка, помнишь, третья была хорошая семерка. Вот сейчас попробую, завтра вот скажу свое мнение, если мы так увидимся. Потому что Жигулевская вчера банально взял себе 4 бутылочки, ну, после работы. Блин, сегодня проснулся, как будто я, ну, знаешь, ведро самогона такого, знаешь, какого хрена. Портится продукция. Я уж не говорю про табак. Как-то попробовал нидерландские, пробовали сигареты Мальборо. Это ведь даже другое. А тут вроде Камел, пишут Камел, но это не Камел. Ты понимаешь? Да, я понимаю. Просто смотри, когда много путешествуешь, ты в разных странах покупаешь то же самое. Ну, скажем, я курю Парламент. Раньше курил Давидов. Сейчас, скажем, где-то у нас нету Давидова, в других странах есть, скажем. И тот же Парламент. Покупаешь здесь, покупаешь в Польше, покупаешь, где я еще покупал, в Сербии вроде, потом в Северной Македонии, потом в Греции. Везде Парламент разный на вкус. Уточнить. Вы, ну как, в Прибалтике живете? Ну да, Литва. Вот. У вас как Евросоюз, то есть ты можешь и выехать, и в Германии взять, или у вас в продаже даже есть это? Ну, у меня, смотри, я тебе скажу, например, у меня пишут Швейцерланд, то есть швейцарский пишут на сигаретах. Слушай, они, начиная со станков, заканчивая, наверное, последняя пачка сигарет, они, конечно, у них швейцарская, там, извини, как часы, у них все кортун конкретный, понимаешь? Понятное дело, это уровень. То есть это качество, и понимаешь, у вас, во-первых, есть определенные службы, скорее всего. Ну да. Если тебе говно, ты уже не протолкнешь, потому что придет кто-нибудь и скажет, какого хуя это по ГОСТу не проходит, как у нас по ГОСТу. Ну, да. А у нас заплатил и сказал, ладно, тихо, это этих плебеев, ну-ка, помари вот этим говном, нахуй. Да. Их больше меньше, а потом удивляются, а что же у нас люди-то дохнут знаешь, говно. Ну, я понял. Но смотри, тут когда начинаются споры, вот, по ППС, покупательная способность, многие россияне кричат, у нас покупательная способность. Я говорю, ну, ты, вот возьмем одну, тоже, например, давай по напиткам, давай, вот смотри, возьмем тот же Деламоре, да, у нас стоит 135, скажем так, если это 15-летний. У вас стоит 25 тысяч. То есть, если ППС брать по тем же, точно таким же товарам. Прости, ты сейчас говоришь суперэлитная, у нас олигархи, не у нас брать будут, они у вас возьмут, найдут. Так я об этом и говорю. Как можно сравнивать ППС, потому что, скорее всего, и сигареты другие, алкоголь другой, хлеб другой, молоко другое и так далее, и так далее. ГОСТы отличаются, вкусы отличаются, все. Товарищ, меня что поражает, что на экспорт тоже Жигулевская, мы в Европу гоним, например, когда гнали, Жигулевский экспорт, а оно по вкусу-то совсем другое, чем что продают местным. Вот это удивляет. Например, если возьмем Германию, скажем, Баварию, да, там в Мюнхене, он скажет, местное производство, а оно будет, ну, типа местный такой, как местный, как мелкий бизнес. Ну, я понял.
уровень будет другой. А у нас что, придет какой-нибудь большой там сеть и скажет, у нас задавливают, хотя Медведев пьяный тоже говорил, развитие среднего бизнеса, кого? У нас госкорпорации все перемалывают. И удивляются потом, почему хуевый продукт. Потому что вот такое наштамповать можно, знаешь, миллионами и будут брать из-за отсутствия альтернативы. Понимаешь? Ну вот да. так вот. Да. Я понял. Я еще раз хочу вывод такой сделать. Когда пьяный Ельцин орал, что мы разрушаем старый вот этот закостенелый советский режим, там 5-10, они забыли такой момент, что они когда все потом за бутылку водки распродали, и сейчас кричат о том, что вы о величии каком-то. Я говорю, вы зачем со всем миром, во-первых, ссорились? Ну, да. Во-вторых, гайки закрутили. А производство в Советском Союзе, мне кажется, мое мнение, вы как старше меня, мне кажется, было лучше в разы, чем сейчас в современной России. Вот. Вы даже чихнули, правду говорю. Я вот. покашлял. Кашляю я. Да? Я хотел сказать, но извините, пожалуйста. Вот. И когда тебе мой соотечественник, пьяное какое-нибудь быдло, кричит о том, что да мы тут, блин, в рот. А вы бы сказали, товарищ, а вы кто больше по складу ума? Гуманитарий, математик, а в медицину нырнули. А он будет кричать о каком-то величии. Диванных генералов здесь знаете сколько? И что с вашей стороны, что с нашей. Просто я удивляюсь. Давайте какой-то здравый смысл иметь. И говорить вещи своими именами. А это, видимо, не положено сейчас. Понимаете? Давай без мата, а то ты как-то вначале было нормально, а сейчас тебя пронесло уже на мат. Эмоции. Простите, товарищ. Я понял. Просто режет ухо как-то. Нет, вы такой прям интеллигент, что ли, как будто бы это... Да при чем тут что ли? Я не матерюсь, дети не матерятся, жена вообще, ну я так привык. Хотя, если молоток упадет на ногу, скорее всего, я матернусь. Я вам объясняю, мил человек. Дело в том, что я был преемником морально-этических норм и устоев. Дело в том, что когда на эмоцию уводит, иногда и сблякнуть можно. Простите, пожалуйста. Ну, я понял. Вот, вы простите, я ни в коем разе не хотел, то есть не думайте, что я какой-то... Смотри, у меня к тебе вопрос. Ты такой интересный человек. Болтун, правда, но интересный. Какой молодой, мне вообще 4-й десяток уже. Ну, ладно. Значит, молодой. А вам-то сколько? 51 и то, наверное. Нет, статья. больше. 61. Что? 61. Меньше, да ты что? Нет, мне 55. Ну, я говорю, под полтинник где-то. Ну да, 70-го года рождения. Не, просто ты так как-то и словесный запас у тебя такой вообще нормальненький и так далее. Слова всякие заумные знаешь. Ты кто там по образованию-то? Кого? Я просто оператор ЧПУ фрезерной группы. Кончал колледж, школу до 11 класса. Не взяли в муниципальное государственное управление, потому что очень, этих деток, чиновников туда запилось. Пришлось пойти. Потом пошел в армию, хотел в ментовку нырнуть. Сказали, батя сидел. Пошел на 3 буквы. И пришлось на завод. Ну, как бы перемолола меня государственная система, понимаете? Я понял. А смотри, ваши там, ты сказал с Челябинска вроде, если я не хорошо услышал. Это наш рядышком город. Екатеринбург-Свердловск, столица Урала. А почему этот-то Жириновский так нелестно отзывался о вашем брате-то? Можно? Давай. Короче, когда одна журналистка, у нас еще тогда свобода слова наладом дышала, она его спросила, вы, говорит, целый народ, грубо говоря, народность обосрали, уральцев, да? Ну. А он говорит, он красиво, он же популист такой, он хитрый жук-то, красиво отъехал. Он говорит, я не имел в виду народ, я имел в виду товарища Ельцина. Ельцин, я знаю, да, про Ельцина он там. Он отъехал. Урал, там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Я 40 лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нету. Эмоции, когда популист. Вообще его как-то обозвали клоун-националист. Ага. Потому что я всю жизнь говорил, я помню первые брошюры в 2003 году, когда только-только в партию вступил, я в РКРП, я коммунист сам вообще. Ага. Я интересовался, было ЛДПР, был КПРФ, тоже политические проститутки. У нас своя партия была, как бы, ответвление левой партии, но не КПРФ, потому что Зюганова я тоже считаю политической проституткой. Особенно вспомните август 91-го, Да. когда он говорит,
сидеть всем по домам, не выходить. Да, понятно. Ну и, естественно, нашу родную Единую Россию, понятное дело, да, вот. Который сейчас Телеграм замедляет. Вот. Короче, я это к чему? Он быстро отъезжает, понимаешь, ему поясут людей. Это очень такой, ну, что, у вас в Литве нету таких политиков, которые, знаешь, ну, на популизме вывозят коляску, сами из себя ничего не представляя, как будто бы. Есть такие. Вот, понимаете, и у нас также. И вот вы когда спросили про Жириновского, почему он, когда он сказал, одни дебилы, у них магнитные бури на меня действуют, там якобы там что-то еще. А я все время говорю, это опорный край державы. Возьми наш Уралмаш завод. Он 2/3 территории занимал в свое время. Это тяжелый правитель. Впереди планеты всей. Возьми нашу Верхнюю Салду, титановая, 90% здесь титана. Мы тогда с Боингом сотрудничали. Угу. А потом санкциями всех обдало. Банально росточку найти не могли. Ну, я Думали, понял. что... Так смотри, я перебил, извини, но еще в советских фильмах, ну, есть моменты, говорят, ты что, с Урала? Она что, с Урала? Ты что, с Урала? Ну, мы немножко грубоваты, вот, потому что у нас такой, как говор может. Может, я иногда с матерью, у вас тоже уши жрет, я иногда, хоп, сблякну там, например, понимаете ли. Вот, и как бы, может, мы немножко такие, как бы, ну, как сибиряки, я не знаю, там, ну, мы между, у нас даже есть этот... Ну, монумент. в общем, неотесанные такие, да? Послушайте, у нас есть монумент Европа-Азия, то есть мы ни туда, ни сюда, мы как бы, ну, как эти баварцы, да, понимаешь, можно сказать, мы там, подожди, у вас вот, ну, как, Литва, она тоже, как бы сказать, небольшая страна, да? Ну. Но тоже южане с северянами, он скажет, ой, у тебя там такой... Этот, Так у нас сказать, даже диалекты отличаются. диалект, я слово запамятовал, да, диалект. Ну, вот, так что вы поймите, то, что ну, и в Советском Союзе, ну, более грубые, понимаете, люди, может, были там, еще как-то. Ну, понятно. Так что вы уж у меня извините, я тем более сейчас пятидневочку отпахал. Ой, тяжелая такая неделя была. И я вот чисто, чтобы ослабить остроту восприятия мира процессом возлияния, вот решил так выйти, чтобы не в одну харю. Наркомания я бы запретил. А алкоголь, пожалуйста. А алкоголь почему же тогда нужно разрешить? Алкоголь это целый мир. А смотри, у меня такой вопросик. Ты, скажем, я же не могу не задать вопрос. Вот конфликт Украина-Россия, твое мнение? Ну, как замполиты нам говорили, мы боремся против бандформирования правонаправленности, а по сути, я как вижу, это за интересы олигархата, видимо, там какие-то. Как это? Война двигает, как это? Кому война, кому мать родна. Ну да, война это дело бедных, то есть, ну, воюют бедные, как правило, а деньги считают богатые. Я вам даже скажу, такое чувство, что это нужно, чтобы мы с тобой ссорились, чтобы мы с тобой в 21 веке не торговлей и дипломатией занимались, а чтобы мы говорили, эй, ты русский, я тебе скажу, эй, ты прибалта, понимаешь? Я не скажу, эй, ты русский, я скажу лаптиногий, например, там что-то такое. Ну, потому что русский это как-то неинтересно. Я, кстати, не русский, если что. Но единственный момент скажу, что... А если что, кто? Еврей. Все, что нужно для отвлечения Чувствую народа... что-то знакомое, я думаю. Где я его видел? Нос арийский, видишь, нос арийский. Это, я хочу сказать так, я такую вещь сейчас скажу, мил человек. Все, что нужно для отвлечения народа от внутренних социальных проблем, это внешнего врага создать. То есть сегодня мы с Америкой зато там с этими, зато с этими. Какая разница? Только чтобы не задавали вопросы правительству, понимаешь? Все по Джорджу Оруэллу, как говорится. Но мне как-то непонятно, пойми. Я первого встретил еврея, который работает на заводе. Вот так всегда. На самом интересном месте. Смотришь это видео без лайка и подписки? Ну то вообще, как можно такое делать? Зачем? Вы сами должны понять, где логика? Вот именно. Быстро подписываемся и ставим лайки.